Привет, друзья! Что происходит, когда новое правительство начинает с жестких мер на границе и еще более жесткой экономики? Сегодня разберемся, к чему это приведет Германию и почему нам с вами важно понять прямо сейчас, в чьих руках оказалась судьба Германии и бюджета. В своей первой официальной инициативе на посту министра внутренних дел Александр Добрит распорядился о введении усиленных пограничных контролей. Это решение привело к тому, что сотрудники службы безопасности фактически работают на пределе своих возможностей. Согласно оценке профсоюза, такой объем нагрузки невозможно выдержать постоянно. Он неприемлем в долгосрочной перспективе. Ужесточенные проверки на границе и случаи отказа во въезде в последнюю неделю беженцам, по мнению профсоюзов полиции, не могут поддерживаться бесконечно. Цитата: «Мы справляемся с задачей только потому, что изменили графики дежурств, приостановили на данный момент проведение учебных курсов для подразделений и заморозили процесс сокращения переработанных часов», заявил председатель профсоюза федеральной полиции. По его словам, понятно одно: такие интенсивные проверки полиция сможет поддержать лишь в течение еще нескольких недель. Он также подчеркнул, что уже на протяжении нескольких дней в приграничных районах дежурят свыше 1000 сотрудников подразделений срочной готовности. А я вам напомню, что новое правительство Фридриха Мерца, в частности министр иностранных дел Александр Добрит, буквально через несколько часов после вступления в должность распорядился об усилении контроля на границе. Одновременно он дал срочное указание разрешить отклонение прошений о предоставлении убежища непосредственно на границе. По словам самого министра, всего за одну неделю количество отказов во въезде беженцев увеличилось почти на 50%. Однако это решение вызвало обеспокоенность среди представителей других политических партий. Так, депутат от СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, Рольф Мюцених предупредил о возможных рисках, которые таит в себе такой подход. Цитата: «Ужесточая пограничный контроль и вводя односторонние меры по отказу в приеме беженцев, мы рискуем тем, что наши европейские партнеры отойдут от общего курса реформы в сфере убежища и начнут действовать исключительно в национальных рамках, а не в рамках Евросоюза», заявил Мюцених. По его мнению, Германия может быть успешной в миграционной политике только в тесном сотрудничестве с соседями в Европе. В то же время представитель фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге Александр Тром выступил в защиту мер, введенных Добритом. Он отметил, что новые меры уже приносят свои плоды. Цитата: «Германия больше не является магнитом для миграции в Европе. Именно такого сигнала более строгого миграционной политики от Германии ожидали наши европейские соседи в течение многих лет», подчеркнул Тром. Новое федеральное правительство Германии с Фридрихом Мерцем начинает свою работу с так называемым специальным внебюджетным фондом, без утвержденного бюджета. И это, как ни странно, уже становится проблемой. Ведь чтобы бюджет в итоге был действительно просчитан, министр финансов Ларс Клинбаль ожидает от своих коллег по правительству жесткую бюджетную дисциплину. Интересно то, что он не ограничивается только требованиями к федеральному правительству Германии. Клинбаль со своей же партией, Социал-демократической партией Германии, обращается с открытой критикой, не щадя абсолютно никого. Он официально призывает все министерства срочно экономить каждое евро при составлении бюджета. Цитата: «Как министр финансов я буду настаивать на том, чтобы каждое министерство предоставило свои предложения по сокращению расходов», заявил он в интервью. И далее он пояснил, цитата: «Просто откинуться на спинку кресла, мол, у нас есть эти 500 миллиардов евро из специального внебюджетного фонда для инфраструктуры, и теперь расходы на оборону выведены из-под действия долгового тормоза, так не пойдет», строго предупредил Клинбаль каждого министра Германии. Для справки вам напомню, что из-за досрочных выборов прежний состав Бундестага не успел принять бюджет на текущий год. Именно поэтому нынешнее правительство работает по временной бюджетной схеме, и это накладывает серьезные временные ограничения. Подготовка бюджета на 2025 год становится делом очень срочным. Уже 25 июня Клинбаль хочет провести его через кабинет министров, чтобы еще до летнего перерыва депутаты Бундестага смогли провести первое обсуждение. Окончательное утверждение запланировано на сентябрь. При этом бюджет на 2026 год тоже не за горами. Он должен быть утвержден до конца этого года.
Хочу сделать акцент еще на том, что новые финансовые возможности правительство намерено использовать исключительно для закрытия дефицитов, а не для реализации каких-то своих глобальных амбиций, как это было в правительстве Олафа Шольца. Еще хочу, чтобы вы понимали, для справки сказать вам, что дополнительные трудности создает и недавняя налоговая оценка. Согласно новым расчетам, к 2029 году федеральный бюджет получит, внимание, на 33,3 миллиарда евро меньше, чем предполагалось еще в октябре. Делаю акцент на том, что с годами бюджет Германии будет получать меньше, а не больше. Это означает, что экономить придется еще больше, и любые планы по расходам будут под еще большим пристальным контролем черно-красной коалиции Фридриха Мерца. Напомню вам, что незадолго до формирования новой черно-красной коалиции предыдущий состав Бундестага срочно принял решение создать специальный фонд до 500 миллиардов евро для модернизации обветшалой инфраструктуры Германии. Одновременно было принято решение ослабить ограничения долгового тормоза для военных расходов, что вызвало широкий общественный резонанс. Кстати, это еще не все скандалы. Клин были открыты и резко высказался в адрес собственной партии СДПК. По его словам, партия утратила свой изначальный характер и перестала быть голосом трудящихся. Цитата: «Мы утратили характер партии труда, партии, которая стоит за теми людьми, кто показывает результаты на работе, в семье, в добровольных инициативах», заявил он. Он также добавил, что на каждой предвыборной встрече сталкивался с упреками и недовольством, что СДПГ, социал-демократическая партия Германии, мол, заботится исключительно о гражданской помощи к Бюргергельд. Цитата: «С этим впечатлением мы обязаны бороться», настаивает Клинболь. В рамках черно-красной коалиции СДПК, по его словам, сделает все возможное, чтобы рабочие места были сохранены, а экономика заработала на полную мощность. Еще одна информация, напоминание для вас, что на выборах результатом партии СДПГ было всего лишь 16,4%. Тогда Клинболь охарактеризовал это как катастрофу. Тем не менее, он подчеркивает, что партия остается народной партией. По его мнению, этот вопрос позиции, а не просто процентов. Мы хотим объединить общество, строить мосты, видеть страну в целом, завершил он свое выступление. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линеман признал, что совместное голосование с партией «Альтернатива для Германии» АДГ по миграционному вопросу, которое прошло, напомню, в конце января, было очередной страшной ошибкой ХДС-ХСС. Он считает, что именно эта сессия Бундестага повлияла на то, что рейтинг партии резко снизился до катастрофического перед самыми выборами. По словам Линемана, дело не только в содержании самих решений, сколько в последствиях этого политического шага. Он отмечает, что это вызвало поляризацию и разочарование сторонников СДПГ, которое мобилизировало левый лагерь. При этом он подчеркнул, что несмотря на критику в адрес тактики, он по-прежнему поддерживает сами принятые решения. То есть, по сути, Линеман не отказывается от содержания инициативы, а сожалеет о политической и общественной реакции, которую она вызвала. Напомню, что на протяжении, внимания, нескольких месяцев до выборов партия ХДС стабильно удерживала высокие показатели в соцопросах примерно 33%. Однако в день голосования партия получила страшный удар, набрав лишь около 28% голосов избирателей. Комментируя этот резкий спад, Линеман заявил, цитата: «Вся эта неделя вообще не должна была состояться. По его мнению, после развала правящей коалиции светофоров нужно было ограничиться 1-2 заседательными днями, а затем сразу переходить к активной фазе предвыборной кампании, не затягивая с этим». Небольшая предыстория для вас. В конце января союз ХДС-ХСС при поддержке голосов от «Альтернативы для Германии» и «Свободной демократической партии» провел через Бундестаг так называемый пятиточечный план, предполагающий ужесточение миграционного законодательства для беженцев. Это решение вызвало резкую критику со стороны тогдашнего канцлера Олафа Шольца, а также ряда других политиков. Они обвинили лидера ХДС Фридриха Мерца в нарушении политического табу, допустив сотрудничество с правыми в парламенте. А как вы считаете, справится ли новое правительство Мерца с теми проблемами, которые само же каждый день и усугубляет? Напишите свое мнение в комментариях, подпишитесь и спасибо за просмотр.